Ну что ж, вы просили, я делаю. Сегодня поговорим о том, как играется Fortnite в 2021. Не забудь поставить лайк под данное видео за мои страдания. Ну и старания, наверное. Погнали! Для начала давайте просто вспомним, что же такое этот самый Fortnite. Хотя еще существуют люди, которые не в курсе, что это за игра. Но ладно, все равно надо как-то растягивать хронометраж. А вы, если что, смотрите на тайм-коды и перематывайте туда, куда вам нужно. Итак, ныне Fortnite — это игра в жанре Королевская битва. Когда-то это было не так. В прошлом концепция данной игры заключалась в том, что вы со своими товарищами строите баррикады и отбиваетесь от зомбарей. Как-то не особо пахнет Battle Royale, да? Но, в общем-то, разрабы просто вовремя поймали тренд, добавив в свою игру тот самый заветный режим. И сейчас Fortnite — это, пожалуй, самый популярный Battle Royale, если не самая популярная игра в принципе. Так что же в этой игре есть такого, что привлекло внимание стольких людей? Сейчас и попробуем разобраться. Начинается все с того, что вы в роли пассажира автобуса летите по небу. Что я только что сказал? Ах да, это ж Fortnite, точно. В определенный момент вы выпрыгиваете из этого самого автобуса и летите вниз. Потом открывается парашют, вы благополучно приземляетесь, собираете оружие, патроны, аптечки, а также броню. Но разве что с той особенностью, что броню вам нужно выпивать. Да, она у вас восстанавливается или появляется в принципе в процессе того, как вы пьете какую-то неизвестную голубоватую жижу из бутылька. В принципе, пока что ничего кардинально нового. Те же самые элементы есть и в других Battle Royale, просто немножко в ином виде. Но рассматривая игру более пристально, мы замечаем некоторые детали. Во-первых, каждый ствол в игре обладает своей редкостью. Соответственно, в зависимости от редкости меняются и его ТТХ. Зеленые стволы круче серых, а синие круче зеленых, ну и так далее. А во-вторых, и, пожалуй, это самое важное, и я не знаю, почему я говорю об этом именно во-вторых, возможно, все дело в моей шизофрении и неумении структуризировать, в игре есть строительство. Вы можете буквально разломать всю карту в целях добычи ресурсов, чтобы позже на этих же руинах возвести неприступную крепость. Неприступную, разумеется, до тех пор, пока вас оттуда не выгонит зона. Но это уже мелочи. Главная суть. Используя довольно-таки простенький набор платформ, вы можете построить все, что вам взбредет в голову. Платформы строятся даже в воздухе, и вы вполне себе можете проложить дорогу по небесам. Понятия не имею, зачем вам это, но вы можете. Ну и еще здесь есть мегапроходимый и абсолютно неуправляемый транспорт и рыбалка, в целях поймать там интересный лут. Ну и, в общем-то, все. Во всех остальных аспектах Fortnite это типичный Battle Royale. От вас требуется лишь реализация всего этого, чтобы добиться топ-1. Пережить или перебить всех на карте в условиях постоянно уменьшающейся зоны. Все как всегда. Но пока что для выводов рановато. Прежде рассмотрим еще и техническую часть. Графика. В целом она, неплоха. Свою роль играет мультяшная стилизация. Отсюда и отсутствие каких-то мелких деталей. Просто потому, что при такой стилистике они не нужны. Такова особенность. Ну а в целом к качеству текстур претензий нет. Вроде бы все окей. Анимации у персонажей плавные. Ну еще бы они были плохими, учитывая то, что эти самые анимации продаются за реальные деньги. А звук в игре, он просто есть. В целом ничего выдающегося или выходящего за грани функциональности. Но опять же в целом окей. Ну а что касаемо ощущений от самого геймплея непосредственно? В общем-то неплохо. Каюсь, кажется, я даже получил удовольствие от игры. По ощущениям, ТТК здесь даже пониже, чем в PUBG, ну и тем более, чем в Apex Legends. Кстати, вот ссылочка на видос по нему. Но в то же время ТТК достаточно высок, чтобы ты успел понять, откуда в тебя стреляют и что-то предпринял. Сам же процесс ведения огня особо ничем не выделяется. Здесь все довольно-таки примитивно, и этим все сказано. К тому же бой вам придется вести от третьего лица, так что... в общем, вы понимаете. Прицелиться в противника можно только из винтовки с оптикой. В остальных случаях просто ориентируйся на перекрестие и вовремя совмещай его с тушкой противника. Все? Да, пожалуй, все. Так, собственно, почему же данная игра пользуется такой популярностью? И как она играется сейчас? Что я могу сказать? Честно, я не знаю, почему эта игра пользуется популярностью. У меня есть только разве что пара теорий.
Во-первых, игра бесплатная. Во-вторых, королевские битвы до сих пор популярны. В-третьих, игра сама по себе неплоха. Ну и в-четвертых, развитие. Каждый сезон в игре что-то меняется. Разработчики добавляют в игру что-то кроме скинов. На момент записи данного видео тематика нынешнего сезона – пришельцы. На карте есть летающие тарелки, появилась какая-то шайтан Тесла пушка, местами на карте появляются непонятные кубы с изменениями в гравитации, и это не говоря уже о само собой разумеющихся скинах и анимациях. Короче говоря, Fortnite это просто хорошая игра, разработчики которой реально работают и понимают, чего хочет их аудитория. Хотя вот лично мне добавление в Fortnite разных персонажей из других игр кажется чем-то страшным. Но не будем о грустном. Ну и основываясь на всем сказанном ранее, играется Fortnite хорошо, просто хорошо. Ничего сверхъестественного, кроме популярности, в этой игре нет. Но и опять же ничего плохого тоже. Комьюнити не в счет. Мы оцениваем именно игру, а не людей, которые в нее играют. Да и к тому же шизоиды есть везде. Думаю, вы понимаете. Стоит ли играть в Fortnite или даже донатить в него, решайте сами. Ежели хочется, то вперед. Нет, правда, это неплохая игра, хоть и понравится она не всем. Хотя цифры говорят обратное. Ну, в общем, смотрите. Свое мнение я уже высказал ранее. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, гляньте остальные видосы, если интересно опять же. Всем удачи, пока.